Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вероника, и сегодня я хочу вам рассказать о очень важном аспекте американской жизни – это медицинское страхование в Америке. Я специально пригласила сегодня лицензированного брокера Роберта Адзиашвили. Здравствуйте, Роберт. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Который нам сегодня ответит на некоторые вопросы. Я сразу хочу сказать, что это только начало. И говорить о медицинской страховке вскользь и быстро невозможно, потому что это настолько важный аспект жизни в Америке и вашего качества и благополучия жизни в ней, что в двух словах его не расскажешь. Но сегодня мы начнем. И я сразу хочу вам сказать, что Роберт, у него будет его номер телефона, и всегда ему можно позвонить и задать любые вопросы. Особенно я знаю, когда это очень сложно, когда ты обращаешься к англоязычному брокеру. Половину того, что он пытается тебе объяснить, ты просто не понимаешь. Вот я хочу сказать, что всегда вы можете позвонить Роберту, и я так понимаю, что консультация будет бесплатна. Да, консультация у нас бесплатна, и если есть какие-то вопросы у вас, пожалуйста, с удовольствием вам отвечу. Это очень-очень важный момент. Роберт, давайте начнем с самого главного. Что на сегодня представляет медицинское страхование в Америке? Что это из себя представляет? Да, вы знаете, что медицинское страхование в Америке – это не очень простое дело. Очень много происходили перемены. С момента, как страховки появились в Америке, это, я бы сказал, если мы вернемся обратно в историю, к концу 19 века профсоюзы и большие компании старались застраховать своих сотрудников, которые работали на тяжелых промышленностях, как на шахтах, заводах. Люди часто получали серьезные травмы, и профсоюзы думали, как сделать так, чтобы люди, которые имеют критические травмы, эти критические травмы покрывались страховкой и оплачивались. И технически говоря, ограниченные покрытия были, но покрытия, конечно, были направлены на травмы. Хорошо. И как ситуация изменилась к сегодняшнему моменту? Если там, вы говорите, были только сотрудники определенных производств, что происходит на сегодняшний день и что... Где-то в начале 20 века появилась очень важная с точки зрения здравоохранения организация, которая называлась American Medical Association, где входили элитные члены, доктора, специалисты, медицинские персонажи, юристы и даже члены Сената и Конгресса. Они как бы брали на себя очень серьезную ответственность, как диктовать условиями здравоохранения, как направлять и как развивать здравоохранение в будущем. И до сих пор эта организация очень сильная, очень элитная, она очень влиятельная и крепко влияет на систему здравоохранения в Америке. Годы после Первой мировой, потом Второй мировой войны наша администрация, президентская администрация старались внести какие-то поправки, какие-то изменения или реформы в отношении здравоохранения. И очень часто эти попытки заканчивались ничем, потому что все же, чтобы голосовать за эти проекты, Конгресс и Сенат должен был принимать участие, и они, как правило, заканчивались тем, что никуда после Сената они не двигались дальше. Да, дальше. И когда вот случился такой сдвиг в медицинском страховании,
Я думаю, что Тед Кеннеди стал ключевой фигурой в этом. Это один из трех, да, младший из трех братьев, да, наиболее счастливой судьбой. Да, который жил 80 с чем-то лет, да. Он, конечно, стал ключевой фигурой в этом. Он очень был заинтересован, чтобы здравоохранение, как в Европе, было универсальной. И, то есть равнялись на Европу тогда? Тогда да? Старались равняться на Европу, но так как Америка более капиталистическая, чем все остальные европейские страны, включая Англию, Францию, Германию, Испанию, были проблемы. Они старались как-то бюджет свой направить на другие важные для них вопросы, чем здравоохранение. А следующей вехой такой знаковой в медицинском страховании что послужило? Билл Клинтон. Билл Клинтон, наш любимый саксофонист. Да? Да, все правильно, да. Билл Клинтон, он заинтересовался проектом, который Тед Кеннеди хотел толкать, и они вместе приняли серьезное участие в том, чтобы какую-то хотя бы реформу в отношении здравоохранения они смогли бы толкнуть. И получилось? Да, у них получилось, да. У Билла Клинтона получилось то, что в первую очередь он смог протолкнуть закон, где люди, которые болели хроническими заболеваниями, могли лечиться, и им хронические заболевания покрывались, но только в рамках того, что они брали страховку через компанию себе. Через какую компанию? Как понять через компанию? Через компанию, на которую работали? Через компанию, в которой они работали. Значит, даже в тех случаях, когда компания маленькая, всего лишь 3 или 4 сотрудника, и в некоторых случаях даже 2 сотрудника, работая полной сменой, они могли приобрести страховку, и страховка покрывала все их хронические заболевания. Роберт, у меня такой вопрос. А это согласовывалось с работодателем? То есть работодатель мог не предлагать такие условия работы? То есть он мог говорить, что я не буду вашу страховку оплачивать, или не буду в этом участвовать? Или это было обязательно? Или это стало обязательно для всех компаний в США? Я не думаю, что это стало обязательной, но люди, хозяева, которые хотели, чтобы у них были сотрудники, чтобы группа у них не распалась, чтобы сотрудники не ушли с работы, и чтобы они работали у них, они предлагали бенефиты, от которых было тяжело отказаться. Да. В некоторых случаях сотрудники доплачивали какую-то сумму, потому что хозяин платил по условиям контракта, которые они заключали, до 50%. А остальные 50% оплачивали сотрудники сами. А в некоторых случаях хозяин оплачивал все 100%. Тем более сотрудникам. Насчет членов семьи я не знаю. Они, как правило, считали, что члены семьи они имеют право купить страховку, но сотрудник берет на себя ответственность расходов. Роберт, ну и тогда к чему мы подходим на сегодняшний день? Наверное, не на сегодняшний, еще на вчерашний. Все-таки у нас сейчас другой президент, Трамп, а был Обама, и вот на слуху везде это страховка Обамакер, программа Обамакер. Люди не понимают, страховка или программа, вообще что это и с чем это едят. Да, после Билла Клинтона, супруга Хиллари, которая тоже баллотировалась в президентах и была сенатором штата Нью-Йорка несколько лет, она тоже как бы взяла на себе как бы ответственность того, чтобы толкать вот этот законопроект дальше, идти дальше. Кроме групповых планов, она хотела предлагать, чтобы люди, которые не имели страховки до сих пор, были застрахованы. И когда
А в Америке много такого было населения, которые не были застрахованы? Вы знаете, что если мы считаем, что люди владеют, люди, которым компании покупали страховку или через групповые страховки, процентов 30-35 не было застраховано. Были застрахованы через группы. Ага. А процентов 15 или 20 брала на себя ответственность Medicaid, люди, которые были на 8-й программе. Я сразу хочу уточнить, Medicaid, что такое Medicaid? В 2 словах просто объяснить. Medicaid — это люди, которые зарабатывали ниже... По-русски мы скажем, это прожиточного минимума. Прожиточного минимума, все правильно. Они имели право подавать на Medicaid, и государство брало на себя ответственность услуг, да? Оплачивать их страховые расходы. Угу. Вот. То есть вы хотите мне сказать, что существовало все-таки большое количество людей, у которых просто не было страховок, да? Было, я думаю, что от 17 до 27% населения были не застрахованы. С Obamacare что произошло? Они покрыли часть этих 20+ % населения. И я думаю, что через Obamacare сейчас застрахованы где-то процентов 17 или 18 всего населения США. И это большой процент. Считают то, что в Америке проживает около 350 миллионов населения. Это получается где-то 50 миллионов имеют страховку через Obamacare. Теперь у нас Дональд Трамп. И, Роберт, скажите, он внес какие-то поправки в эту систему Obamacare? Он и его администрация старались вообще перереформировать систему Obamacare. Они считали, что много чего, то, что предлагается через эту систему, это неправильное решение старой администрации. И перереформировать программу у них пока что не получилось, потому что все же сопротивление со стороны Конгресса, и в основном демократы, повлияло на это. Некоторые республиканцы тоже отозвались очень отрицательно по поводу реформы Obamacare. Но что-то им все-таки удалось внести, какие-то поправки на сегодня? Вы знаете, незначительные поправки они внесли. Например, они убрали штраф, который считался мандатом. Те, которые отказывались покупать медицинскую страховку через Obamacare, им накладывали штраф в большой сумме. Это с 2019 года. Начиная с 2019 года наш новый президент убрал, штрафа нету. И кроме того, он предложил альтернативные планы для здоровых людей. Те, которые не болеют хроническими заболеваниями, они могут приобрести страховки, которые стоят на порядок дешевле. Очень интересно. То есть, если я не болею, грубо говоря, диабетом или чем-то таким серьезным, просто несколько раз в год обращаюсь к врачу, с ангиной или еще с чем-то, для меня это, безусловно, было бы выгоднее. Да, я с вами согласен, такие страховки. Скажем, я приведу простой пример. Средняя страховка Obamacare на одного человека, возраст 50 лет, стоит где-то в порядке 500 или 600 долларов, смотря какой план он берет. Если он покупает альтернативную страховку, то, что предлагается сегодня, альтернатива к Obamacare, это может ему стоить всего лишь 150 или 180 долларов в месяц. Роберт, давайте назовем это Trump Care. Ну, пожалуйста, условно назовем это Trump Care, пожалуйста. Я поняла. Это очень серьезный вопрос, очень важный и актуальный для 2019 года. Так что
по поводу конкретных сумм и планов, альтернативных планов, как мы их называем, Trump Care, мы с вами обязательно поговорим в следующем выпуске. Я еще раз хочу сказать, что Роберт будет рад ответить на ваши вопросы. Все телефоны, контактный имейл вы увидите на экране. Роберт консультирует вас абсолютно бесплатно, как лицензированный брокер в штате Пенсильвания, штате Нью-Джерси и штате Нью-Йорк. Помимо этого, я вам хочу сказать, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, потому что мы будем вам отвечать. Мы понимаем, насколько это важно на сегодня в американской жизни иметь выгодную страховку, сколько денег она может сэкономить вам и вашим семьям. Поэтому мы это и делаем. Ну что, до встречи в следующем эпизоде.